Всем привет! Новый год стремительно к нам приближается, это всегда так происходит. Ты сначала его долго-долго ждешь, а потом он внезапно раз и приходит. Поэтому мы сегодня будем рисовать открытку. У нас машинка будет вести елку. Я нашла картинку, которая, игрушечная елка, игрушечная машинка, но мы сделаем что-то среднее, что-то более такое стилизованное, натуралистичное и немножко игрушечное. В общем, сделаем что-нибудь симпатичное, и это будет, можно использовать это как открытку, потому что, в принципе, раньше мы всегда в детстве рисовали открытки своими руками, сейчас это куда-то ушло. Чем мы взрослее, тем как бы у нас уже совсем другие подарки, но мне кажется, все-таки открытка своими руками — это что-то очень даже интересное. Так вот, я буду на таком формате рисовать. Вы можете потом просто уменьшить, если, например, у вас стандартная открытка, потому что сейчас продаются в магазинах прямо такие заготовки для открыток, которые в склейке, они там по верху обычно склеены, и вы выбираете себе бумагу, а с другой стороны там идет разлиновка, место для марки, так что вы можете нарисовать и прям эту уже открыточку отправить. Или можете самостоятельно это вырезать и подарить получателю, который, я думаю, будет очень удивлен и обрадован. Так вот, давайте все-таки рисовать. У нас машинка, которая везет елку. Я буду компоновать посерединке. У нас будет такая вот по размеру машинка, не очень большая. И такого же размера у нас елка будет. Она немножко даже будет у нас вылезать. И за счет того, что здесь игрушечная, получается, елка, она так стоит у нас, то есть она не прогибается, а она должна все-таки хотя бы немножко прогибаться, поэтому с этой стороны у нас будет немного больше, она такая более пышная будет, получается, а с этой стороны она будет такая более примятенькая. Дальше по картинке здесь очень много окон, мы их сократим, нам не нужно так много. Это, в принципе, не помешает общему виду, это будет узнаваемая машина. Я не помню, как она точно называется, но это такая популярная машина, раньше у хиппи была. И она нам везет праздник. Не только эти машины с Кока-Колой могут приносить праздник людям. Так. Сейчас я пока намечу примерно, как будет наша машина. Тут у меня бампер. Здесь она у нас такая закругленная. Здесь, кстати, машинка такая достаточно условная, но они такие более закругленные обычно. Так, вот здесь у нас будут колеса. Такие побольше. Чуть-чуть опущу, а то у нас слишком такая вытянутая получается. Здесь немножко выше. Так, здесь она пополам делится, вот. У нее получается лобовое. Вот здесь место водителя, она как раз за первым колесом здесь заканчивается. И вот здесь можно на два окна поделить, то там, по-моему, 4. Зачем оно нам нужно? Вот так 4 окна у нас будет. Здесь у нас задний бампер. Будет такой загнутый. Так. Здесь будут фары. И получается, у нас еще должен быть багажник верхний, который у нас тут крепится. Такие вот штуки. Это крепление нашего багажника. Вот его основа. И, в принципе, на картинке тут что-то как спасательный круг, наверное. Но мы не будем этого делать, потому что оно нам не нужно. И вот наша елочка. Она у нас будет без подставки, мы все-таки сделаем вид, что это настоящая елка. Она у нас такая вот со спиленным этим концом, как это называется. Так. И у нас должна быть, она должна быть привязана. И чтобы сделать это более праздничной, мы привяжем ее таким бантом. Вот так. Давайте, наверное, где-то здесь, чтобы здесь немножко елка разошлась. То есть она тут примялась нашим бантом. Так, вот сюда уходит. Раз. И вот она вроде как
уходит за вот эту... Ай, как? Ну, в окно, в общем, идет. И с той стороны оно из окна и выходит. И вот вторая штука. Так. Здесь мы еще немножко уточним, что это такой важный момент, ему надо сразу... Так, и у нас здесь будет бант. Такой немножко зажатый в тиски. Но все-таки бант мы его сделаем такой ярко-красного цвета. Ну вот, чтобы подчеркнуть, что это у нас праздничная вещь. Здесь немножко такие примятенькие лиловые веточки. Так, ну вот примерно мы наметили. Единственное, что вот тут хочу еще пару сугробчиков сделать. Я думаю, что мы сделаем такой легкий фон, голубоватый. И потом еще, ну, я сделаю гуашью, а вы, если хотите, потом белой ручкой, еще чем-то, мы немножечко сделаем снежку. Так прям потыкаем беленьким. А сугробы мы сделаем акварелью, и если что, немножко еще добавим. Ну, как бы мы просто их не будем трогать, и вокруг сделаем немного голубого. И если будет недостаточно, еще добавим белой гуаши. Так, давайте уточнять. Итак, я решила уточнять сразу линером, для того, чтобы не разводить тут грязь. Я не знаю, почему-то в последнее время слишком сильно растираю карандаш, в общем. Поэтому я сразу начну работать линером. И все то же самое. В принципе, если вы достаточно смелый, и рука у вас такая крепкая и не дрогнет точно, то вы вполне себе можете тоже сразу вообще начинать линером без карандашной прорисовки. Но это на самом деле больше от привычки зависит. То есть тут даже не от мастерства, а от привычки. Некоторые вообще не любят делать карандашные наброски. Кто-то даже сразу там маслом рисует, ну, по холсту без прорисовки. Кто-то, наоборот, любит полностью все сначала нарисовать карандашом, а потом только вот начинать. Так, здесь у нас бампер немножко такой выступающий, закручивающийся. Вот, так что можно сразу линером начинать, если хотите. Если не хотите, можете это все сейчас карандашом делать, то же самое, что и я. Здесь у нас фары. Здесь тоже бампер, который у нас закручивается. Так, большой бампер. Большой бампер. Так, здесь так немного более закрытый. Здесь немного прогнутый. Так, здесь такая обычная уступочка этих машин. Колесо, да. Так, не сюда, на одном уровне получится. Это хорошо. Что здесь колесо немного больше видно, здесь оно прикрывается. Так, теперь у нас это, по-моему, диск называется, колесо. Так. Так. Теперь нам нужно здесь тоже прочертить крышу. Так, это у нас передняя дверка. Целяем. Это у нас окно на передней дверке. Так. Угу. Это у нас сильно видно, но ничего страшного. Ага, и ручка нужна, ручка. Так, поехали дальше. Здесь тоже как-то все отделяется. И вот эту линию нам нужно провести. Так, здесь тоже задняя дверь. Дверца у нас немножко вот так. Ну, мы показываем, что здесь немножко как бы вот этот нижний мини-слой, ну, часть вообще машины, она немножко как выпирает. То есть тут есть даже какой-то
получается разделительная штука. Ну, то есть это, скорее всего, такая полосочка металла, которая разделяет светлую часть от темной части машины. Так, ручку обязательно. Так, раз, ручка. Ну, здесь будет ручка, я не знаю, где она. Там ничего не нарисовано, но мы сделаем вид, что там ручка у нас. Так, окошко. Окошко раз, окошко два. Так. Здесь у нас... Так. Раз, два, три. Так, здесь мы пропускаем, то что здесь у нас будет бант. Так. Отлично. Вот, наша машина уже практически есть. Здесь, кстати, надо бы прорисовать. Это вот сзади получается. Ну, закручивается же. И это задняя штука. Задняя часть машины, короче, та, что сзади. Задняя часть машины, та, которая сзади. Но она немножечко просматривается. Так, немного мы тут снежочек прорисуем, чтобы он у нас немного был. Потому что потом я уберу весь карандаш. Надо, чтобы это все осталось. Так, нам нужно еще багажник прорисовать. Здесь у нас спряталось хорошо. Здесь верхнюю часть не будем прорисовывать, что, скорее всего, мы сейчас там елку нарисуем. Ну, в смысле, у нас будет там немножко нужно ее такую неровную сделать ленту, потому что она все-таки наколка елки у нас расположена. Поэтому такую немножечко ее... Так. Вот так. Ага. Я тут немножко ошиблась. Слишком далеко завела. Ничего страшного. Так. Так, наш бант. Не сильно буду прорисовывать, потому что здесь все-таки сейчас будут ветки. Примерно так. Дальше все-таки мы доходим до нашей елки. Ствол тоже у нас не идеально ровный. Немножечко так поволнуем его. Так. Теперь наша елочка. Ствол у нас будет изредка здесь появляться. Такими вот вспышками прекрасными. Теперь переворачиваем, делаем вид, что она у нас стоит. Но только здесь вот чуть-чуть только этих веточек должно перейти, потому что в основном они как бы подгнуты. Ну, мы делаем вид, что они там на вот этом расположены, и поэтому немножко примята. В общем, она получается. Наша елка. Основной объем мы, конечно, наберем цветом. Но немножечко все-таки ее прорисуем. Лапы наши елки. Хорошо, если вот здесь будем, ну, вы оставите больше света для того, чтобы она немножко такая была более воздушная, а не совсем такая плотно-плотно забитая. Хотя такая елка тоже красивая, конечно, была бы очень плотно набитая. Иголки. Так. Мы ее не будем наряжать. Это она у нас едет только-только на праздник. Сейчас ее будет наряжать семья. Мы ее только везем. Так, приблизительно так. Сейчас я вытру весь карандаш, который у меня здесь есть, и будем уже приступать к цвету. Итак, начнем мы с фона.
сделаем его такой голубоватый, просто совсем чуть-чуть. Нам нужно немного такой атмосферки сделать, и для того, чтобы потом белые снежинки на этом фоне все-таки выделялись. Поэтому я беру просто вот такого голубого, немного воды. Это обычный ультрамарин, без каких-либо добавок. Сюда можно заходить, как я и говорила, немножко пространства. Здесь чуть-чуть. Здесь у нас будет снежок лежать. Так. Сюда тоже зайдем. Сюда. В ушки нашего бантика. Так, и здесь у нас же получается фон. Вот здесь между нашим багажником, елкой и машиной там еще фон. Так. Размываем. Ну, кстати, можно иногда оставлять мазки, если вы хотите, если вам нравится. Можно размыть, прям вообще в ноль выйти. Можно вот оставить такие вот расплывчатые моменты. Можно немножко поиграться с насыщенностью и добавить в нескольких местах, сделать такое ощущение неба. Так. Вот внизу я немножко побольше размою, чтобы у нас все-таки здесь было более белое. Более белый вариант. А теперь надо, чтобы это все высохло. Я вспомнила, где у нас еще должно быть голубое. Так, мы это сделаем. Потом немножко затемним, чтобы не делать вид, что тут вообще никого ничего нету. Но пока так. Все, теперь нужно подождать, чтобы это все высохло, для того, чтобы мы могли работать дальше. Итак, у меня высох мой фончик. Теперь можно приступать к нашему рисунку. Я хочу, чтобы у меня вот эта машинка была бирюзовой. Не знаю, мне почему-то показалось это самым приемлемым цветом для машинки. И за счет того, что это все-таки открытка, и она такая достаточно стилизованная, то мы не будем слишком много тут цветов вводить, каких-то вариаций, для того, чтобы не усложнять. Поэтому я просто пока что заливаю, как она есть, одним цветом. Тут нужно аккуратно быть, потому что бампер здесь другого цвета. Он такой металлический, скорее всего, здесь. А, еще и фара. Фару мы сделаем цветную тоже. Красный, наверное, и желтый. Наверное, желтый все-таки. Так. Ну, для того, чтобы все-таки немного разнообразить нашу машинку, я возьму ультрамарин, еще какого-нибудь голубого. И вот здесь немножко введу по-мокрому. Вниз. Так, это мне кошачья шерсть похоже. К белке пробилась кошачья шерсть на моей кисточке. Так, вот так можно делать. Немножечко разноображу. Так. Немного вот так. Хочется еще немного поярче. Вот оно, видите, здесь начало высыхать, и оно как-то светлеет и светлеет, а я не хочу. Поэтому я немножко добавлю чистого бирюзового, или, мне кажется, называется просто голубой. Мне кажется, что это все-таки бирюзовый. Так, хорошо. Пока у нас машина сохнет, мы перейдем к нашему банту. Я беру краплак красный, и у меня есть еще алый. Чисто алый я не всегда люблю, но все-таки здесь алого побольше, потому что краплак немного такой более тусклый. Тоже сначала полностью просто заполняем пространство.
Так. Здесь у нас уже есть намеченная веточка, поэтому видно, что будет видно, а что не будет видно. Вот это у нас скрывается полностью. Так. Я теперь заново прохожу, просто набираю плотность цвета. Вот, кстати, можно добавить какого-нибудь бордового или розового. Кстати, можно розового добавить. Тоже для разнообразия. Немножко сейчас мы повкрапляем. У меня есть просто такой кирпично-бордовый. Вы можете коричневый добавить. И вот в местах, где, скорее всего, будет темно, потому что здесь у нас заворачивается. И вот здесь тоже она, получается, огибает же нашу елочку. Мы немного добавим еще красненького. Теперь хочу чисто алого. Вот тут посерединке добавить чисто алого. Отлично. Так, пока у нас теперь и здесь сохнет, мы можем немного заняться фоном. Как я уже говорила, я немножко добавляю вот в голубой серой пены, чтобы это был какой-то такой более нейтральный оттенок. В некоторых местах, как раз под нашими колесами, здесь тоже будет, скорее всего, тень. Я немного добавлю формы нашим сугробам. Ну, тут какие-то такие условные сугробчики. Я немного добавлю вот контраст, чтобы они у нас появились. Я когда рассказывала о том, как писать белый, я уже говорила о том, что его можно писать либо с помощью тени, ну, как бы обрисовывая белый предмет с помощью тени, либо за счет полутонов и переходов. Потому что белый, он на самом деле кипельно-белый, прям вообще без примесей, только на свету, только в определенных моментах и ракурсах. А так вообще он не такой уж и белый. Так, вот здесь под этим можно немножко больше сделать тенюшечку. Вот. И теперь у нас вот этим цветом мы можем спокойно вот здесь сверху пройтись. Хотя нет, не хочу серый. Я возьму, у меня это, по-моему, петербургская охра или дюна, что-то такое. Она вот с белилками и с охрой. Вы можете взять чистую охру. Как раз серую пену можно добавить. Хочу вот здесь прописать. Мне захотелось чего-то бежевого. Ну, вы можете серым прописывать, если у вас, например, нет таких белесых, либо очень разбавленной охрой. Это тоже будет нормально. Совсем чуть-чуть тут прохожусь. Она у нас как бы белая сверху вроде бы. Я, кстати, нашла место, где вот у нас нету фона, хотя он должен быть. Поэтому я добавляю здесь фончик. Можно, кстати, вот, можно здесь уже уплотнить немножко. Помните, я вам говорила, что здесь сзади проглядывается у нас объем нашей машины, то есть это задний фон, задняя часть машины, то можно здесь как раз прописать, пока у нас есть такая вот прекрасная смесь. Так, дальше. Можно этим же голубым, только взять его по суше, ну, то есть поменьше воды, побольше цвета, прорисовать наш багажник точно. Здесь он практически скрылся под елкой, чтобы он ярче был. И вот уже голубым сделаем. Дальше поехали. У нас черные колеса, но их лучше не делать черным, потому что у нас больше ничего черного не будет. Но у нас будет достаточно темный ствол, поэтому мы возьмем очень темно-коричневый. И можем смешать его вот с этой такой сине-коричнево-серую смесь такую сделать. Потому что если вы сделаете прям чисто черный, оно будет таким сиротливо пристроившимся пятнышком черным.
Все-таки надо, чтобы цвета как-то дублировались или повторялись. Если это не специально вами задумано, что вот так вот должно видно быть только это, то лучше все-таки поддержать еще где-нибудь. Кстати, можно вот сделать нашу, как его называется, ствол. Наш ствол можно сделать. Пока мы елку не можем делать, иначе красный перельется и сделает грязищу. Красный с зеленым, когда перемешивается, это всегда грязь, потому что это противоположные цвета по цветовому кругу. Если с соседними смешивать, то нормально. А противоположные, они всегда дают такую мерзкую, неприятную грязь. Так, теперь нужен желтенький. Так, наша фара здесь. Фара здесь. Так, мы потом еще диски сделаем такими голубоватыми тоже. Но пока нельзя, потому что они у нас влажные. В принципе, пока мы больше ничего не можем сделать, нужно делать перерыв, чтобы оно подсохло. Хотя я бы набрала еще тут. То оно как-то так высохло, и опять ушла вся насыщенность. Я, наверное, так еще пройдусь, и пусть оно как раз вот подсыхает. Чтобы оно не переливалось. Потому что всегда так видно, когда ты что-то делаешь, красивенько, так, а потом оно раз, и что-то во что-то перелилось, и это не всегда удачно. Иногда бывает, конечно, очень даже удачно и прям добавляет шарму, но не всегда. Так. А, вот здесь у нас есть... Ну, хорошо. Осталось. Так, все, сохнем и возвращаемся. И лучше поменять водичку. Так, у меня снова все подсохло, поэтому можно продолжать. Так, я сейчас займусь дисками на нашей машине. Просто вот так вот закрашу таким приблизительным каким-то цветом, таким средненьким, серо-голубеньким. И, кстати, им же можно пройтись по бамперу. Он у нас все-таки имеет какой-то оттенок. Но сильно я не буду его перекрывать. Пусть он так и останется. Еще я хочу немножко уточнить вот в этих местах более темным чем-нибудь. Я вот в ту смесь, которая уже есть, немножко сепии добавлю. Как-то слишком тепло получается. Тут можно серости немножко. Так, и прям вот хочу тут в некоторых местах пройтись. Так. Совсем чуть-чуть. Теперь этой, наверное, маленькой кисточкой как раз пройдусь еще раз по вот этим местам, где у нас объем машины показан. Так, вот здесь вообще ничего не было. Так. Угу. Вот здесь тоже можно уточнить. И вот тут. Так. В какой-то момент надо остановиться, и я чувствую, что тоже он наступает. Потому что все-таки у нас так нереализм. Когда-то надо останавливаться, переходить уже к елочке. К самому главному. Так, сейчас я переверну, чтобы мне было с елкой удобнее общаться. И для начала я набираю просто зеленый, такой средний зеленый, не холодный, не теплый, он такой достаточно нейтральный. И покрываю всю елку. Ну, кроме тех мест, где у нас ствол уже помечен. Так, вот здесь нужно аккуратненько. Там, где у нас выходит наша елка. Сейчас я кисточку поменьше возьму, чтобы мне было удобнее.
немного цвета добавим. Так. Добавляем. И выводим все-таки уже сразу такими тонкими ветками. Сейчас мы еще, конечно, будем уточнять, немножко подзатемнять, но это уже тонкости. Но вначале нужно заложить эту красивую форму нашей елки. Аккуратно здесь бантик может залезть, как я уже говорила, будет грязь. Так, здесь у нас тоже выход веточек. Так, чуть-чуть цвета. И продолжаем. Так. Здесь веточка. Здесь тоже. Не обрубаем так сильно. Пряменько прям. Не надо. Елки так не растут. Даже декоративные. Так. Чуть-чуть немножко сюда поострее сделать. Так, теперь мы набираем ультрамарина. О, какой! Изумрудную. Я добавляю в ту смесь, которая уже есть. Да, главное не перетемнить. А то сейчас как бахну. И проходимся теперь по ярусам. Все равно в каждой елке есть такие определенные, знаете, лапы веток, ярусы веток, которые можно как раз вот сейчас обозначить. Они как раз растекутся красивенько. Уже у нас тут все влажное. Здесь. Что-то здесь так цвета вообще мало. Нужно основного цвета добавить. Нужно, кстати, более тепленького. Смешаем с более теплым, более холодный. Здесь добавим. Тем более здесь, скорее всего, еще будет плотнее ветки, потому что они же прижаты. Поэтому концентрация веток здесь будет немного больше. Вот здесь, скорее всего, будет вообще плотненькая. Поэтому можно здесь спокойно добавлять более темную. Так. Вот наша елка уже такая объемненькая становится. Так. Хочу еще вот здесь немножко утемнить. Как-то здесь хорошо разлилось, а здесь так прям кусками. Мне нравится. Потому что здесь, в принципе, вот в этой части она должна быть более плотная и темная, потому что здесь она загибается. У нас в ней не так много воздуха, как вот здесь. Не нужно, чтобы тут что-то сильно светлое оставалось. Ну, так немного лучше. Так, еще немного изумрудного. Угу. Так, и основного цвета еще немножко. Вот здесь, например, нужно немного добавить, чтобы более плотный основной цвет я сделала без смеси с изумрудным.
Здесь можно закрыть. Здесь пушистости добавить. Здесь можно тоже немножко зайти за это пространство. Угу. Так, вот здесь как-то пусто оказалось. Надо здесь добавлять. Главное, чтобы не было симметрии в этом всем, потому что елка, она вроде бы и симметричная, и несимметричная одновременно, то есть у нее определенный порядок есть, но не надо его нам сейчас простраивать. Это будет лишним. Так. Угу. Вот здесь, видите, как красиво получилось? Надо здесь тоже это повторить. То есть прям вот видно, что загнулось, ветки здесь загнулись, и здесь красиво получилось. Мне нравится. Надо, значит, ее здесь повторить. Вот здесь тоже. Но выйти вот здесь на веточке. Так. Ну, праздник практически к нам приехал. Так. И хочется немножечко еще ствол проработать. Немного темно-коричневого. Прям чуть-чуть его туда влить, чтобы он в некоторых местах был очень темный. Ну, какой-то сильно светлый. Не может быть настолько светлый ствол в такой темной, в темной концентрации иголок. Переворачиваем. Смотрим. Наша елка уже, в принципе, хорошо себя чувствует. Единственное, что вот здесь хочу перекрыть больше. Чуть-чуть больше коричневого. Ой, точнее зеленого, чтобы коричневого поменьше было. Что-то мне не нравится в этом месте. Все, не буду больше трогать, потому что это чревато. Поэтому пока я потрогаю вот эти диски опять. Надо немного им объема добавить. Какие-то не плосковатенькие. Так. Тут тоже немножко добавлю. Здесь. И очень-очень аккуратно я, наверное, немножечко проработаю бант. Но максимально аккуратно, чтобы не смешалось с зеленым. Чуть-чуть совсем хочу утемнить, но слишком плоский получается. У нас, конечно, такая манера не самая живописная, но все-таки такие моментики лучше, чтобы они были. Если вы, даже если вы стилизуете, то как бы общие правила должны быть. То есть, когда вы меняете где-то рисунок, то есть, если вы отказываетесь от полутонов и объема, значит, вы во всем отказываетесь. Если вы все-таки где-то вот прописываете объем, то вы везде должны прописать объем. Иначе просто это будет как с разных картинок. Если здесь будет объем, здесь что-то плоское, еще то и так далее. То есть, если менять, то всю картинку сразу, а не отдельно взятые элементы. Так, вот, немножечко лучше стало. Я хочу сами шины еще немножечко утемнить. Здесь, конечно, опасно, что они сильно темные будут, но в самый низ хочется добавить. Что-то как-то не то и не так. Вот здесь хочется немного добавить. Совсем чуть-чуточку.
Так. И вот, в принципе, все. Сейчас оно подсохнет. Добавим снежок, и можно писать поздравления. Но я этого делать не буду. Я пока не решила, что я хочу там написать. Вы можете написать все, что угодно. Все, сейчас подсохнет. Добавляем снежок и вперед дарить подарки. Итак, если вы точно так же, как и я, белой гуашью будете сейчас пользоваться, то напоминаю, что воду нужно обязательно поменять, кисточку надо промыть, если вы ей пользовались акварелью, для того, чтобы просто не было примесей. Так, у меня такая, как бы обычная китайская гуашь. Я часто ей рисую, и, как вы видите, уже белила, конечно, я немножко извозюкала. Я буду прям отсюда брать и делать снежочек. Нужно варьировать нажатие для того, чтобы были разные снежки по размеру. Я прям везде их хочу поставить, чтобы у нас везде пошел снег. Можете то же самое сделать белой ручкой гелевой. Просто она будет не настолько яркая, как гуашь. Так, ну на фоне оно, мне кажется, на камере не видно, но вживую видно на фоне. Снежинки, они все-таки нам нужны там. Хотя на предметах они, конечно, более ярко смотрятся. Так. Здесь немножко тоже добавить снежочка. Совсем чуть-чуть. Кстати, в принципе, гуашь продается и отдельно в банках. Можно, за счет того, что белила всегда быстрее заканчивается. Очень часто производители просто в отдельных больших банках продают белила как масляные, так и гуашевые, акриловые. Они всегда есть в большом размере, что это самый быстро расходуемый продукт. Что, если вам нравится выделять что-то белым, то гуашь очень хорошо для этого подходит, потому что она очень кроющая, то есть она хорошо перекрывает, но при этом быстро сохнет, она не создает пленки, поэтому сверху нее можно потом и рисовать, и стирать. Ну, в общем, как бы она такая самая удобная, потому что акрил делает достаточно сильную пленочку, и потом можно только акрилом сверху что-то делать. А гуашь, она такая более простая, удобная и, в принципе, недорогая. Так, вот видите, у нас уже снежочек пошел. Не буду сильно увлекаться, чуть-чуть совсем еще добавлю. У нас уже явно праздник приближается. Так. Все, я думаю, достаточно. На этом все. Я с вами прощаюсь. Поздравляю со всеми наступающими. Может быть, кто-то Рождество празднует. Оно уже гораздо ближе, чем Новый год. И, в принципе, я надеюсь, что у вас все будет хорошо, прекрасно. Вы прекрасно отпразднуете. Но мы еще, конечно, встретимся несколько раз перед Новым годом. Но вообще, просто всякие вот эти открытки, какие-то украшения уже навевают всякие мысли о праздниках. Так что, в общем, надеюсь, вы кого-нибудь обрадуете такой открыточкой. Все, пока-пока, до следующих уроков.